Прошлым вечером Бурдж-Халифа вновь стала свидетелем того, как имя Тэхёна в считанные секунды потрясло мир. Ярко-красный свет залил все здание, демонстрируя компанию Тиртер, которая великолепно и неоспоримо представила образ Тэхёна. Тысячи людей в торговом центре Дубай-Маул замерли, завороженные величественностью лица Тэхёна, обрамляющего самое высокое здание в мире. Отовсюду раздавались тихие возгласы, восторженные голоса и восхищенный шепот, словно весь город праздновал этот момент. Это была не просто реклама, а грандиозное заявление о все более непревзойденном влиянии Тэхёна. Пока гигантский экран плясал с его изображением, вечер превратился в неофициальную площадку для чествования мировой иконы, и именно этот момент незаметно вызвал неожиданную реакцию Чингука. В другом месте Чингук, который изначально намеревался только посмотреть вечернее обновление, внезапно остановился, увидев загоревшиеся кадры Бурдж-Халифа. Он наклонил голову, убедившись, что то, что он видит, не смонтировано или не сделано фанатами, как обычно. Когда на экране появилось имя Тиртер и лицо Тэхёна, его брови тут же поднялись. Наступила короткая тишина, заставившая его на мгновение забыть дышать. Чингук наклонился ближе к экрану, пытаясь лучше разглядеть визуальные детали. Спонтанная реакция выдала неподдельное благоговение, хотя он даже не осознавал этого. Для Чингука этот момент был не просто грандиозным, он был глубоко личным. Чем больше он смотрел, тем яснее росла в нем гордость. Его рот приоткрылся, выражение, которое всегда появлялось, когда он был по-настоящему очарован. Он даже провел рукой по волосам, усмехнувшись, знак того, что он не знал, как реагировать. Не только визуальные эффекты Тэхёна были ошеломляющими, но и величественная атмосфера Бурдж-Халифа, которая оставила его безмолвным дольше обычного. Чингук медленно кивнул, как бы признавая: «Да, это было потрясающе». С каждой секундой видя он все больше не мог отвести взгляд, и этот момент сменил его реакцию с шока на благоговение. Странное спокойствие воцарилось среди его шока. Чингук откинулся назад, сделав глубокий вдох, продолжая смотреть на экран. Его глаза были теплыми, не просто восхищение, а гордость за монументальное достижение Тэхёна. Он слабо улыбнулся, улыбкой, которая появляется только тогда, когда чьи-то чувства по-настоящему тронуты. Казалось, его сердце было с кричащей толпой в Дубае в тот вечер. Слова не прозвучали, потому что свет на его лице уже отражал все. Он знал, что то, что Тэхён сделал прошлой ночью, было необычным делом, это была история. Когда видео достигло кульминации, Чингук наконец тихо заговорил, почти шепча себе под нос. Он произнес что-то, прозвучавшее как чистый трепет, словно не мог поверить в происходящее. Для него это было не просто рекламой или личным достижением, это была мировая сцена, прославляющая Тэхёна самым великолепным образом. Чингук слегка покачал головой, все еще пытаясь осознать масштаб и воздействие. Он знал, что Тэхён был велик, но вид того, как он освещал Бурдж-Халифа, сделал все это еще более реальным. После того, как видео закончилось, Чингук несколько секунд молчал, позволяя сердцу угнаться за мыслями, и, наконец, он гордо улыбнулся. Улыбка, которая говорила все без слов. Спустя несколько минут после окончания видео Чингук все еще смотрел на экран, словно его разум еще не до конца пришел в себя. Он слегка похлопал себя по груди, словно пытаясь унять внезапный всплеск эмоций. В нем была гордость, которую ему было трудно скрыть, та самая, которая появляется только тогда, когда кто-то, кого он очень хорошо знал, достиг чего-то выдающегося. Он потер лицо и усмехнулся, словно не мог поверить, что Тэхён снова доминирует над такой мировой иконой, как Бурдж-Халифа. Этот момент заставил его задуматься о том, как быстро летит время и насколько вырос Тэхён. Чингук снова прокрутил видео с самого начала, на этот раз с более широкой улыбкой. Он действительно наслаждался каждой секундой света, отражающегося от великолепного здания. Пока видео воспроизводилось, Чингук наконец заговорил, хотя и тихо, и никому конкретно не обращаясь. «Сумасшествие, он такой классный», – пробормотал он, слегка покачав головой. Слова вырвались спонтанно, показывая, насколько искренним было его восхищение. Он наклонился вперед, впитывая детали лица Тэхёна, заполняющего огромное здание. Выражение его лица смягчилось, наполнившись признательностью. Для Чингука Тэхён был не просто коллегой, а тем, кто заслуживал сиять так же ярко, как огни Бурдж-Халифа, и он был счастлив, что стал свидетелем этого момента лично, пусть даже и на экране. Несмотря на то, что он смотрел видео несколько раз, Чингук все еще поднимал брови каждый раз, когда появлялось изображение Тэхёна. Он улыбался, прикрывая рот рукой, знак того, что недоверие все еще нарастало.
«Это реально», – тихо сказал он, как будто разговаривая сам с собой. Он вращал экран, глядя с разных ракурсов, чтобы убедиться в реальности. Для Чингука масштаб проекта казался за гранью воображения, даже по мировым меркам. Огни, окружающие Бурдж-Халифа, казались особой сценой, созданной специально для Тэхена, и Чингук знал, что это один из самых знаковых моментов, которые он когда-либо видел. Когда свет медленно погас, Чингук внезапно вспомнил ранние дни их карьеры. Он мягко улыбнулся, вспомнив дни, когда мечты такого масштаба казались слишком далекими. Вид Тэхена сейчас, освещающего самое известное здание в мире, вернул эти воспоминания. Он на мгновение закрыл глаза, смакуя необычное чувство, не только гордость, но и чувство от того, как далеко они зашли. Он знал, что Тэхен упорно трудился, чтобы достичь этого момента, и этот момент казался таким реальным. Чингук сделал глубокий вдох, словно высвобождая все накопившиеся эмоции. Через некоторое время Чингук выключил экран, но остался неподвижен. Он смотрел перед собой пустым взглядом, но его теплая улыбка не исчезла. Тот вечер стал доказательством того, что Тэхен не просто привлек внимание всего мира, он покорил дубайский горизонт. Чингук почувствовал такую всепоглощающую гордость, что ее было трудно описать. Он тихо произнес: «Он потрясающий», словно снова признавая эту реальность. За его реакцией скрывалась благодарность за возможность стать свидетелем этого исторического момента, и Чингук знал, что это не конец, это лишь один из многих великих триумфов Тэхена. Несколько мгновений спустя Чингук снова открыл телефон, словно все еще не удовлетворенный увиденным. Он пролистывал комментарии армии со всего мира, восхваляющие выступление Тэхена на Бурдж-Халифе. Его улыбка стала шире, когда он увидел, как много людей разделяют его чувства. Он слегка постучал по экрану, словно признавая, что этот момент был поистине монументальным. Каждый восхищенный комментарий согревал его сердце. Чингук испытывал гордость не только как коллега, но и как человек, который понимал упорный труд Тэхена с самого начала. И гордость становилась все сильнее, глубже, реальнее. Ночь тянулась, но Чингук все больше погружался в свои мысли. Он смотрел в окно на городские огни, представляя, как Бурдж-Халифа сияет для Тэхена. Что-то внутри него изменилось, какой-то драйв, страсть и благоговение смешались воедино. Он сделал глубокий вдох, позволяя эмоциям течь медленно. Воспоминания об их поездке всплыли, делая его еще более эмоциональным. Он понял, что такие моменты случаются не каждый день, и он был невероятно благодарен за то, что стал их свидетелем, пусть даже издалека. Чем больше он думал о вчерашнем выступлении Тэхена, тем яснее Чингук осознавал, насколько сильно это имя. Ким Тэхен был не просто артистом, это было мировое явление, достойное такой грандиозной площадки, как Бурдж-Халифа. Чингук кивнул про себя, словно признавая масштабность достижения. Он представил, что чувствовал бы Тэхен, узнав, что его имя освещает дубайский горизонт. Эта мысль вызвала на лице Чингука легкую улыбку. Он чувствовал гордость, но и вдохновение, ведь каждый свет, сияющий на Бурдж-Халифе, казалось, освещал их будущее. Время шло, но этот момент оставался незамеченным. Даже когда он убрал телефон, отголоски видения Тэхена на Бурдж-Халифе все еще не утихали в его памяти. Чингук откинулся на диване, глядя в потолок, прокручивая в голове каждую деталь трансляции. Он знал, что этот вечер он запомнит на всю жизнь. Не только потому, что трансляция была невероятной, но и из-за чувств, которые она ему подарила. Он чувствовал себя маленькой частью этого грандиозного момента, и для него этого было более чем достаточно, чтобы сделать эту ночь особенной. Когда ночь сменилась утром, Чингук посмотрел трансляцию в последний раз, прежде чем закрыть глаза. Он мягко улыбнулся, позволяя чувству гордости и волнения наполнить его грудь невыразимым чувством. Момент, когда Тэхен зажег иллюминатор на Бурдж-Халифе, казался символом долгого пути, сияние которого не угасало. Чингук глубоко вздохнул, словно сохраняя воспоминания глубоко в себе. Он знал, что эта ночь запомнится ему надолго. С надеждой в мыслях и теплым сердцем он наконец решил отдохнуть, прежде чем заснуть, прошептал одну простую фразу: «Это было только начало».